Всем привет! Сегодня покажу, как из старых новогодних игрушек сделать новые, используя остатки пряжи, которые у вас есть. В результате у меня получились вот такие милые новогодние украшения. Вот вам пример, как это выглядит на моей елочке. Сейчас покажу, как же я это сделала. Для этого нам понадобится первое – это лента. Вот она у меня такая полупрозрачная с блестками. И обычная нитка с иголкой. Дальше пряжа основная, которой вы будете обвязывать кружочек. То есть сама игрушка чем будет обвязана. Вот у меня это шнур 3 мм. И к нему я взяла крючок 4 мм. Далее ножницы, собственно, сама старая игрушка. И любая пряжа, желательно, чтобы она подходила по цвету. Мы ее будем использовать как основу, которую мы будем обшивать. Далее необходимо отмерить нужное количество пряжи для того, чтобы вот сформировать такой круг. Я взяла игрушку, сделала круг, все, он мне подходит. Сейчас я обверну вот эту пряжу 4 раза. Это будет толщина моей основы. Готово. Далее берем обычную нитку с иголкой и соединяем эти два края. Готово. Теперь складываем, как обычную резинку, в 2 раза. Раз и 2. Далее приступаем к обвязке. Берем пряжу, у меня это шнур. Вот таким образом делаем петельку. Заводим ее вот в круг наш. И прикладываем. Вот таким образом я прижимаю пальчиком, чтобы было удобней. Завожу крючок и делаю первую петельку. Подтянула хвостик. И продолжаю обвязывать по кругу. Для этого заводим крючок внутрь круга. Подхватываем рабочую нить. И провязываем петельку. Вяжется это очень легко. Главное, смотрите, чтобы не перекручивались петельки. Так будет выглядеть изделие аккуратней. Продолжайте так провязывать до половины круга или может даже чуть больше. И я вам покажу, как присоединить игрушку и сделать петельку. Вот большую часть я уже провязала. Сейчас беру игрушку, отрезаю ненужное и сейчас просто ее завязываю на узелочек. При этом я не сильно затягиваю. Я хочу, чтобы у меня игрушка крутилась и имела возможность там двигаться, поэтому я ее чуть-чуть вот так ослаблю, чтобы она именно висела. Убираем ненужные хвостики, отрезаем. Все, что не влезло, не переживайте, оно перекроется пряжей. Дальше нам нужно сделать само крепление, за которое игрушка будет вешаться на елку. Для этого я опять завожу крючок. Вот пододвину. Сделала как бы петельку, но вытаскиваю крючок и вытягиваю ее. То есть это будет не петелька, это будет само крепление на елочку. Вот такой длины мне будет достаточно. Опять завожу крючок. Это крепление я просто пока откладываю вот так вниз, прижимаю пальчиком и рабочей нитью провязываю петлю, которая была на крючке. Таким образом мы как бы перекрыли это крепление и можем спокойно продолжать обвязку. Дальше нужно отрезать пряжу и сделать соединение. Так, я вытянула полностью пряжу.
Завожу крючок с изнаночной стороны под самую первую горизонтальную косичку. Вот с изнаночной стороны вышла на лицевую, подхватываю остаток пряжи и вывожу его на изнаночную. Далее за последнюю перемычку и вот посерединке между косичкой горизонтальной вводим крючок и вытягиваем пряжу. Вот он, этот хвостик. Его я опять вот так переверну и таким образом прячу. Можно, конечно, просто здесь протянуть вправо или влево, вот, уже как вам удобней. Мне кажется, что вот этим способом оно будет не так заметно, чем протянуть по самому кругу. Вот, круг готов. На этом этапе можно изделие отпарить, отодвиньте немножечко в игрушку в сторону, и тогда спокойно утюжком можно пройтись. Следующий этап — это лента. Она нам понадобится для обвязки по кругу и для самого бантика. Так как изделие у всех будет разного размера, я предлагаю для того, чтобы отмерить нужное количество ленточки, обмотать. Вот так вот прям приложила и обматываю ленточку. 5 раз — это то количество ленты, которое нам понадобится для обвязки круга. Вот 5 раз я обвернула. И еще 2 — это для бантика. Все, отрезаю. Этого количества должно хватить на бантик и обвязку. Вот я еще раз отмеряю 1 оборот. Это количество ленты мы оставим в начале. Вот здесь я завяжу узелок, чтобы не теряться. Мы оставим в начале, чтобы потом с помощью него завязать бантик. Итак, приступим. Заводим крючок здесь с изнаночной стороны на лицевую. Берем ленточку и полностью протягиваем ее на изнаночную сторону. Вот я вытянула, а эта ленточка у нас останется потом для того, чтобы завязать бантик. Теперь приступаем к обвязке. Обвязывать будем вот такими вот стежками. Для этого завожу крючок. Я буду делать это через каждые 2 столбика. Вы можете сделать это через 3 или через 4, как вам больше нравится. Я себе решила делать это через каждые 2 столбика. Тем временем я с лицевой стороны уже захватила ленточку и вытягиваю ее на изнаночную. Вот такая вот у меня петелька получилась. Я ее немножечко подтяну, чтобы она у меня была более объемная. Далее с изнаночной стороны опять через 2 столбика завожу крючок, подхватываю ленточку и вытягиваю полностью. Во время того, когда вы вытягиваете, она может опять пригладиться, поэтому всегда я пальчиками ее поправляю, чтобы она казалась объемной. И так вы продолжаете до конца круга. Тем временем я уже довязала до конца. Завязываю бантик. Поправляю. В конце обязательно нужно отрезать аккуратно ленточку. Можно зажигалкой обработать край. Можно добавить еще один бантик поменьше или же приклеить туда шишку, бусинку, кусочек веточки, дождика, все, что вам придет в голову. Кстати, если есть какие-то интересные идеи, пишите обязательно в комментариях. Я думаю, всем будет интересно почитать.
Также спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!